Я заўсёды камунікую са сваімі падпісантамі. Адказваю на каментары, спрачаюся і публічна і ў асабістых перапісках. Максім Суркоў заўзятар чата каардынацыйнай рады. І менавіта праз гэты чат за некаторыя моманты ён мяне крытыкаваў і працягвае гэта рабіць. Але важна чуць тых, хто не згодны і хто мае іншы погляд. Мы дамовіліся сустрэцца. Добра, што жыве ён блізка. Друзья, некоторые чальцы координационной рады и даже сам Палыш Латушка обвиняют меня в том, что я сам для себя придумляю пытания, а потом их задаю представникам дымсілаў. Ну, я хочу гэта знеправдзіць, потому что вось я прыехаў да чалавека, які піша мне, и оказалось, что мы живем побач. Как все начиналось, когда подчас моей борьбы там с Машинским, вернее, когда я хотел узнать, как к нему относятся чальцы координационной рады, лічаць яны его хаманцом ці не, мне вось Максим написал. І я адказаў. Я, дарэчы, усім адказваю. Таму што я лічу, што калі мы прадстаўнікі народа, пускай там і 6 тысяч, трэба, каб была ўзаема... Я з усімі как бы размаўляю. Ну, вось Мельнікова, твоя любимая спікерка, яна казала, што яна каментары не чытае, таму што там всякие бздуры пишуць. Нічога лепш не знайшлі, мяне пракрытыкаваць, як сказалі, што ну вось, яшчэ і татуіроўкі яе, што я нам за маць такая? Я так смеялася, мне даслалі скриншот. Ну ладно, я на конфлибимице пожартовал. Ну это понятно, да, я знаю, что ты вырежешь. Но... Не вырежу. Просто меня настолько возмутила эта очевидная ситуация, когда приходится всем доказывать, что белое это белое, а черное это черное. И такое поразительное единодушие среди тех, у кого до этого была какофония и разноголосица. А по этому вопросу они так объединились, при том, что объединились в позиции, которая должна быть, просто обязана быть прямо противоположна той, которая их сплотила. Ты голосовал за кого-нибудь, какую-нибудь фракцию, каких-нибудь людей из координационной рады? И вот с первого вопроса, Сергей, ты меня как раз хочешь подвести под монастырь, а точнее под статью, да? Отлично начинается знакомство, да. Подожди, ну ты же сказал, что ты уже в Беларусь николи не приедешь. Да. Ну, поэтому... ты же сказал, что ты тут купил квартиру и что ты не вернешься, так? Даже если бы не купил, ты все равно не вернулся. Да. Ну, ладно. Ну, коли хочешь, можешь на это не отказывать. Да, я голосовал и голосовал за страну для жизни. Тебя устраивает работа, праца координационной рады? Ну, я, к сожалению, буду отвечать тебе на русском языке, поэтому Координационный совет. Слежу за ним, в принципе, достаточно давно и больше, чем мне хотелось бы. Из того, что я понимаю, может, я неправильно понял, но суть и цель деятельности второго созыва была в том, чтобы подготовить процедуру выборов в третий созыв. И время на этом им было отведено, с моего непрофессионального обывательского взгляда, более чем достаточно. Год. Они с треском это задание провалили. Смелость, даже нельзя сказать мужество, потому что представители, которые проявили эти качества, были не только мужчины, и далеко не только мужчины. Вспомним тоже Алену Живоглот. Вышло буквально несколько человек, потому что уже, по сути, срок действия их мандатов закончился. А остальные, как ни в чем не бывало, продолжили свою кипучую деятельность, которая привела к очень странной и крайне непредставительным выборам в третий созыв. Патрэбны гэты орган, не патрэбны. Ён сапраўды прадстаўляе беларусаў, інтарэсы беларускага народа. Ці гэта, можа, наадварот, там людзі, як казала одна жанчына на Еўрарадыё, яна была з камісіі, она говорит, што я бачу там асобных людзей, якія прасоўваюць свае інтарэсы. Ну так, напрыклад, да, такое есть меркаванне. Ну, ты як это ўспрымаеш?
Ну, во-первых, вот давай извинимся перед этой женщиной, потому что я тоже, к сожалению, не помню ее имени. Я Ее смотрел, Алена зовут. Просто она замужем, и я как бы, ну, не хотел в суе а ее я имя. независимо от ее социального статуса не помню ни имени, ни фамилии. Алена. Я только помню, что то интервью на Еврорадио, о котором ты говоришь, она, за исключением пары вопросов, где я принципиально не согласен, вызвала у меня огромное уважение, а также ее принципиальная позиция, как и всей комиссии, когда некоторые кандидаты проголосовали за так называемые квоты гендерные, а потом, когда они коснулись их фракций, очень бурную реакцию показали на интервью в том же Еврорадио. Слезы, крики, истерики, все как по классике, все стадии принятия. Знаешь, отрицание, принятие, гнев, там, ну, неважно последовательность. Что касается в целом Координационного совета, здесь очень четко прослеживается вот эта вот противоположность между де-факто и де-юре расхождения. То есть де-юре это как бы должен быть протопарламент, то есть кузница кадров, да, то есть когда мифическое окно возможностей появится, и у нас будет шанс наконец-то построить демократическую Беларусь будущего, то, соответственно, нужно, чтобы уже были функционеры. Если мы говорим про Координационный совет протопарламент, то, соответственно, законодатели. И, по идее, как мне казалось, Координационный совет третьего созыва и должен был стать той кузницей кадров. А де-факто из того, что я увидел, а я с тех пор, как они сделали открытым чат в телеграм-канале Координационного совета, видел там, я не могу, конечно, не проводил статистики и исследований, но по ощущениям 30% было потрачено просто на откровенные срачи с переходом на личности и нулевым конструктивом. Еще 30 где-то процентов сведения счетов, но уже в такой цивилизованной манере, и так называемым продвижением своих каких-то интересов, в том числе вот все эти непонятные какие-то новые комиссии, создающиеся на ровном месте, с непонятными даже для членов Координационного совета, не всех, но отдельных, кто об этом заявляет, функционалом. То есть что они будут делать, откуда будет браться финансирование, чьи интересы они будут представлять. Понятно, кого там не спроси, они все представляют мои интересы как представители белорусов, то есть всех белорусов. Однако по факту ничего такого не увидел. Ну и еще 30% можно действительно, ну если, как любит Александр Ахмерович, по цифрам придираться, у нас 40 осталось, еще 30-40% можно отнести вот непосредственно к тому, как обывателю видится законодательное законотворчество, то есть обсуждение каких-то нормативно-правовых актов, принятие их, резолюция, или как там у них называлось, о поддержке Венесуэлы. Не, ну это шиковная праца. Я согласен, что это, в принципе, стоило, наверное, месяца работы, как минимум, и обсуждений всего. Она ж, конечно же, ушла, да? Ну, она ж... Ну, я тобі скажу шчыра, я просто, як я бачу, там вельмі шмат мёртвых душаў, которые прыходзяць па камандзе Павла Латушкі на галасаванне, калі трэба прасунуць тую ж, напрыклад, Алісу Рыжанкову, ну, напрыклад, увогуле любое. А так яны там займаюцца все сваімі справамі, і хто будзе пісаць гэтыя законы, гэтыя акты, хто там актыўных 10 чалавек, і то яны ну, на мой погляд, як бы. Так ты мне не адказаў все-таки. Ён патрэбны такі орган беларусам у такім відзе, як ён зараз існуе, ці просто калі яго не будзе, нічога не зменится? В таком виде, как сейчас, смысла в нем нет в принципе, потому что он не то что пользу не несет, а он несет белорусам вред, отвлекая внимание мирового сообщества и фокусируясь не на тех событиях и не на тех лицах, что скорее создает для белорусов отрицательное реноме. Потому что человеческая память, она изменчива, и то, какими мы были отважными, смелыми, консолидированными в 2020 году, уже это из воспоминаний европейцев давно стерлось. Слишком много разных событий произошло, и им это не близко, это нормально.
И, по идее, наши представители, они должны как-то этот образ, во-первых, развивать и, естественно, поддерживать. Это как минимум. А то, чем они занимаются сейчас, это, как ты верно упомянул, это продвижение каких-то своих шкурных интересов. Ну, мы можем назвать это деликатно личных, но суть от этого не поменяется. Старичок, скажи мне, пожалуйста, Машенский, он гаманец Лукашенко, судельник злочинного режима, ці ён таленавіты бізнесовец, который дае людям, як, впрочем, у Лукашенко, десятки тысяч мест працоўных. Машинский — это прямо камень преткновения. Это для человека, не посвященного в тему и не интересующегося в принципе. А для того, у кого хоть немножко что-то варит в голове и есть какое-то понимание, вообще чувство справедливости, то это лакмусовая бумажка, которая очень четко показывает, кто, даже если мы не будем говорить пафосно, действует в интересах и за белорусов, а просто кто человек сумленный, как говорится по-белорусски, а кто... Мы не будем ударяться в обвинения уголовного характера, в клевету там продажной, потому что за руку никого не хватали. Машинский, в том числе, и многие другие бизнесмены, мне кажутся людьми такого склада, которым надо сказать спасибо. Когда публично заявляется, что нет оснований, что каким образом наложение санкций на такую фигуру, как Машенский, который якобы дает множество рабочих мест в Беларуси, приблизит нашу победу, ослабит режим Лукашенко. Поэтому это с нуля построено, это не дало государство, это там, обычные кредиты, ничего, что можно считать какими-то особыми условиями, да? И когда человек говорит, что он не понимает, каким образом санкции на Машенского могут повлиять на режим и зачем это вообще надо, это значит, что ему нужно настолько издалека объяснять, как работает экономика, политология, как это устроено даже в социуме, согласно социологии, что, проще, честно говоря, проще с таким человеком не связываться, потому что овчинка выделки не стоит. Я понял. Так Машенский кошелек Лукашенко? Я гаманец лукашенковский. С высокой долей вероятности могу это сказать, хотя бы потому, что из того, что мне известно, я в свое время был занят в активных продажах, и еще в середине нулевых понятно, что нигде на Думбумаге никто этому не показывал, но это было внутрицеховые знания, которые вот кто внутри сферы, они знают все это. Было известно, что рыбный бизнес в Беларуси четко квотирован, очень жестко. Число игроков было ограничено и известно всем. Они были поделены по областям. То есть эти игроки были известны. И, соответственно, если бы он был в какой-то сфере, о которой я имею меньше представления, там бы я, может, был, менее категоричен. Здесь совершенно точно. Он поднялся на том бизнесе, который совершенно был невозможен без аффилированности с государством. Это если мы просто даже будем брать одну маленькую такую сферу в его деятельности. А то, что он даже на сегодняшний день, по недавно публиковавшейся, я, к сожалению, не помню, какая-то организация, которая это делает ежегодно, рейтингу бизнесменов в Беларуси, входит в первую тройку, я не помню, второе или третье место он разделяет. И мы на полном серьезе сейчас с тобой, взрослые, адекватные люди, обсуждаем в персоналистской автократии Машенский кошелек или не кошелек, по-моему, это какой-то сюр. Ладно. Конечно, кошелек. Конечно, кошелек. И ему не место ни в одной цивилизованной стране. Он должен оставаться в той стране, диктатора которой он кормит. Вот Ольга Лойко, понятно вам? И это, Настя, это персонально для вас, кстати, да, персонально для вас и для Александра Кныровича, и для Халезина. И Вадима Прокоповича. И Вадима. И Вадима Прокоповича. Прокопьева. Прокопович это ж этот... Это бывший глава Нацбанка. И музыкант. Прокопьев. И Шестакович, вот они вместе. На контрабасе, да? Я не знаю. Уся оппозишн,
эліта дэмсілаў, і ўсе яны, Как они сами себя как называют. яны самі себе называюць. Да, і яны ж гэта прасоўваюць людзям. Вось глядзі, Лойка і Настя, яны ж прысвяцілі цэлую перадачу, а да гэтага з Халезіным, што ён хороший чалавек, што ён бізнесовец, што у него белый бизнес. Ну, это такая как бы атака на мозги людей. Машинский выстроил огромное производство. Огромные. Там у него работают десятки тысяч людей в Брестской, например, области. Да. То есть это другая история. Мошенский – это очень талантливый бизнесмен. Очень талантливый, в первую очередь. Что ты думаешь про незалежные СМИ? Я вот могу тебе показать подписки. Я подписан на Еврорадио, Я подписан. но я перестал их смотреть. Большой привет Лукашуку. После... Ты книжку его купил? Я нищеброд, я не могу себе позволить такой ценный экземпляр. Из огромного плюса для Еврорадио это был цикл, посвященный дискуссиям перед выборами в Координационный совет третьего созыва, когда приглашались представители различных фракций, и можно было бы хотя бы относительно понять, кто они и что они. Но, к сожалению, в отличие от подсоционного, Лукашук там проводил абсолютно комплементарное интервью, и ни одного острого вопроса, каких-то критических замечаний, чего-то, чтобы могло хотя бы слегка их вывести из точки комфорта, и они бы были более искренними, я не услышал. И после этого желание смотреть Еврорадио, хотя там были и другие моменты, у меня не появилось. Зеркало, ну, после того, как оно стало таким эпигоном Тутбая, ну, откровенно, мне неинтересно. Может, что-то со мной не так, скорее всего. Я допускаю этот момент. Наша Нива была откровенно зашкварным ресурсом еще во время протестов. Да. И, например, мы с ней не сотрудничали. Ну, вот просто принципиально. Ну от як ти думаєш, ось, наприклад, чому так відбувається? Дікпік Стрижака зараз у всіх на устах, да? Ну, пробачь меня за такую, как бы, каламбурятину, да. А вось гэтыя хлопцы, там, один из них Вадим Епишка, я просто его запомнил, что он сам з Берасця, и он сустракаўся з ім на конференции. Яны прапанавалі, ну, по-моему, это вельмі добрый инфоповод, 200 тысяч Сергею Тихановскому, каб ён разобрался с офисом, и вось мы тебе даем. И про гэта ніхто ввогуле не написал, акрамя, ну, блогеров. Позволю себе немножко пошлый мем вспомнить. Пацаны вообще ребята. Я ценю именно, когда слова не расходятся с действиями. Условия передачи, дедлайн, действующее лицо. Онлайн. А чаму не падхапілі гэта, не как-то не взяли гэта в разработку? Это ж шыкоўны повод. Потому что, как ты правильно сказал, они настолько независимые, что их это не касается. Ну, нормально. Почему мы здесь оказались? Потому что, несмотря на то, что члены или делегаты, или членки, как там некоторые особо прогрессивные особы хотят себя идентифицировать, якобы представляют белорусский народ и действуют в его интересах, ты оказался одним из тех немногих, кому реально оказалось возможным написать, и кто ответил при этом, и с кем можно было построить конструктивную критику. И я надеюсь, что ты не дашь соврать, что я смотрю тебе в рот и полностью с тобой совсем согласен. Нет. Когда ты меня критикуешь? Да, на мое скромное мнение, начинаешь нести какую-то дичь, либо тебе очень мало доказательств, ты все равно пытаешься эту новость... Ты сказал, что это дичь, что там про паспорт, про польский, что там да. Кныровичу нельзя в Да, ТР кстати, по этой позиции я с тобой полностью не согласен. Я так считаю. И до сих пор Я так буду считать. Коли ты выйдешь с Координационной Рады, хоть 5 себе бери громадянства. Коли ты представляешь белорусский народ, но это еще разговорный Всё. час, мы не будем его снова Окей. развивать. Смысл в том, что есть принципиальные вопросы, по которым мы с господином Петрухиным
не сходимся и походу И не сойдемся. Да, и походу не И сойдемся. сойдемся, потому что я не люблю темное пиво, а он любит. Хватит.